Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада видеть вас на канале Наталья Ривер. Ну что ж, друзья, мы снова на неделе моды в Милане, в самом сердце торжества итальянского фэшн-искусства, где даже воздух пахнет дорогой кожей, бранским стеклом и немножко пафосом. Мы на показе коллекции именитого дома Bottega Veneta «Весна-лето 2026». Сделано женщиной для женщин. На мой взгляд, идеальный слоган для нынешнего модного шоу, с которым выступила креативный директор Луис Троттер, единственная женщина-дизайнер из 15 дебютантов этого сезона. Занимая столь ответственный руководящий пост, после вступления в должность она решила не торопиться с созданием новой линейки, взяв почти 10 месяцев на изучение архивов бренда. Троттер не ставила перед собой задачу полностью видоизменить настроение и характер легендарной марки. Для презентации даже была выбрана уже знакомая публике локация. Гостей пригласили в полуразрушенный склад на юге Милана. Индустриальную площадку оформили в светлых тонах, без декораций. Никакой лишней мишуры, лишь стеклянные табуреты и тематическая инсталляция из кожи. Ничто не должно отвлекать зрителей от просмотра. Все внимание только на одежду, на ремесло. И скажу вам, друзья, оно того стоило. Ведь это был действительно триумфальный показ. А все благодаря умелой и талантливой адаптации культовых вещей итальянского модного дома под современные реалии. Так, например, один из ключевых моментов стало присутствие в коллекции узнаваемого кожаного плетения интричиато. Но только если Матье Блази и Дэниел Ли примеряли эту фактуру в первую очередь на виральные сумки-пельмени и лоферы, то, в отличие от своих предшественников, Луиза решила пойти дальше и представила целую линейку одежды, выполненную в плетеной технике, попутно перещеголяв всех в создании нарядов из кожи. Особенно зрелищно это было в союзе с воздушными перьями, готовыми трепетать при каждом шаге моделей. В модном гардеробе Bottega вы найдете и стейтмент-пальто в трендовом шоколадном цвете, и актуальные кожаные косынки, какой-то неимоверно волшебной конструкции юбки, сарафаны и топы с кокетливо спущенными бретелями. Плюс еще платья, эффектно открывающие плечи, объемные кожаные жакеты и тренчи, и даже плетеную футболку. Стильная фишка – съемные воротники на верхней одежде в той же традиционной технике интричиато. Невозможно не отметить высокое мастерство Луис как дизайнера, которое проявляется в умении превращать тренды в базу. Например, вездесущая и поднадоевшая многим бахрома. Она не сходит с подиума уже несколько сезонов подряд и порядком всем наскучила. Однако сегодня с легкой руки Троттер этот декоративный элемент переходит из раздражающей тенденции в модное заявление. Вещи с бахромой нынче на подиуме словно живут своей жизнью, задавая образу динамику и движение, что можно назвать определяющим настроением всей коллекции. Но самыми поразительными, получившими наивысшую оценку публики, оказались пушистые юбки и свитеры. Во время прохода моделей они переливались, сверкали, играли оттенками от голубого винного, карамельного, полуночного синего до серебристого голубого, пылающего неоном красного и апельсинового. Все это по фактуре было похоже на мех. Но нет, материал здесь переработанное стекловолокно. На ощупь мягкое, а блестит как стекло. Смотрится потрясающе. Я уверена, мои дорогие, вы не пропустите эти наряды при дальнейшем знакомстве с коллекцией. Через призму женского восприятия и, несомненно, в духе бренда Bottega Veneta представлены в новой линейке аксессуары. Что касается обуви, нынче на подиуме минимум каблуков, и они абсолютно устойчивы. Отметила для себя комфортные лоферы, туфли Стенбеки с завязанным в кожаный бант ремешком, очаровательные плюшевые мюли. Каких-либо замечаний не вызвала обувь в спортивном стиле. А вот к прозрачным моделям из пластика у меня по-прежнему остаются вопросы. Впрочем, в центре обсуждения поклонников бренда оказались клоки на чуть скошенном каблуке с масштабными заклепками и с вытянутым и слегка задранным кверху мыском. Сумки разнообразны по форме, объему, цветовому решению. Вот так с лету сложно выделить самую лучшую. Есть и вместительные удобные тоуты, хоба, и функциональные сумки-косметички, есть элегантные клатчи и редикюль, стильные варианты с танцующей бахромой. Большая часть из них, опять же, изготовлена в характерной для бренда технике плетения. И что важно, никаких заметных логотипов. Кстати, в качестве приглашения на модное шоу гости получили в подарок кожаную сумку-авоську. Какой вывод по итогу мне бы хотелось сделать, друзья? Нынешняя коллекция марки Bottega Veneta может показаться немного двойственной.
С одной стороны, магия ремесла, искры цвета, выверенный крой, интересные конструкции, смелые эксперименты со стекловолокном и кожей. С другой – тяжеловесность некоторых вещей, которые для весны смотрелись уж слишком основательно, хотя для прохладной мартовской погоды, а в будущем и для ранней осени – самое то. Главное, бренд продолжает удивлять. Луи Строттер сумела подарить ощущение волшебства, а это в мире фэшн-искусства дорогого стоит. Приятного просмотра, друзья! Жду ваше мнение и обсуждение модных образов в комментариях к видео. Всем красоты, позитива, больше новых идей для стильного гардероба и даже в пасмурный день только яркого, солнечного настроения.